Дорогие друзья, хочу сказать сразу, что этот урок рассчитан на 2 уровня сложности. Если вы начинающая рукодельница, то приглашаю вас вместе со мной шаг за шагом связать вот такую красоту, салфеточку. В уроке я прикладываю схему. Если вы уже начинаете читать или умеете читать по схемам, и если вы уже продвинутая рукодельница, можете, используя такой мотив, связать красоту, то есть это скатерть, которая представлена у меня в уроке. Тоже дана схемочка и подробные фотографии. Вот такая красота. Присоединяйтесь и свяжите со мной или салфеточку, или скатерть. 2 слова хочу сказать по поводу материалов. Я использую в данном случае крючок 1,4, пряжа у меня 169 метров в 50 граммах. Дополнительный материал вы найдете под видео в описании. На что я хочу обратить ваше внимание, вы можете выбрать буквально любой материал, но очень хорошо и красиво смотрится именно 100% мерсеризированный хлопок. Вот, допустим, здесь я использовала, видите, 2 цвета, да, вы видите на фотографиях, оливка и цвет хаки, да, то есть вот 2 сочетания. Можете буквально 1 цвет использовать, как я в уроке показываю, и соответственно подбирать уже крючок под вашу пряжу. На что обращайте внимание, пряжа может быть любой, но единственное, она не должна деформироваться. Вы будете постоянно стирать, будете соединять мотивы, да, в процессе работы. И, конечно же, это большой труд, и вам нужно выбрать ту пряжу, которая у вас после стирки и после, ну, скажем, использования вашего изделия не деформируется. Начинаем выполнение нашего мотива с 12 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Обращаю ваше внимание, мы воздушные петелечки вяжем не плотно. Если вы вяжете плотно воздушные петли, набирайте колечко с большим количеством воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И я ввожу крючок в первую воздушную петлю и замыкаю. И далее я в колечко должна провязать столбики с накидом. Смотрите, вместо первого столбика я выполняю 3 воздушные петелечки подъема. Далее я буду выполнять 31 столбик с накидом. Аккуратненько, не спеша, ниточку я, видите, вот хвостик буду прокладывать вдоль цепочки и считаю. 1, 2, 3, 4, 5 и давайте 6 я выполню. И далее вы продолжите самостоятельно. Смотрите, вы в колечко так провязываете 31 столбик с одним накидом. Я в колечко выполнила 31 столбик с накидом. Видите, плотненько-плотненько прижимала их друг к другу. 1 столбик у меня заменен петлями подъема. И смотрите, я завершаю выполнение кругового ряда, ввожу крючок в 3-ю петлю подъема, выполняю соединительную и подтягиваю. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд у меня 2, и я буду выполнять арочки. Смотрите, я вместо столбика без накида выполняю 1 воздушную петлю подъема. И далее выполняю арку из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 воздушных петелечек я выполнила. И далее смотрите, я пропускаю 3 вершинки. 1, 2, 3. И в 4-ю ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Вот таким образом. Далее опять арочка из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И пропускаю 3 вершинки. 1, 2, 3. В 4-ю ввожу крючок. Выполняю столбик без накида. И так я буду выполнять арочки до конца моего ряда. Всего у меня должно получиться 8 арок. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я выполнила арочки, как мы договаривались, 8 арочек из 9 воздушных петель. И завершаю выполнение ряда вместе с вами. Смотрите, я ввожу крючок в первую воздушную петлю подъема, которую я выполняла в начале ряда, видите? И выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И теперь я могу продолжить выполнение следующего ряда. Это у меня 3-й ряд. И смотрите, как я начинаю выполнение этого ряда. Я ввожу крючок под арку и выполняю соединительную. Вот таким образом. Далее я выполняю воздушную петлю подъема вместо столбика без накида. И далее провязываю 5 столбиков без накида. Плотненько прижимаем друг к другу. 1, 2, 3, 4 и 5. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных. И выполняю далее 6 столбиков без накида. Напоминаю, здесь один столбик у нас заменен воздушной петелечкой подъема. 1, 2, 3, 4. Все столбики под арочку вяжем. 5 и 6. Все очень просто. Выполнили. Далее мы переходим на следующую арочку. И под арочку я выполняю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. И под эту же арочку 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Выполнили. И так мы с вами будем обвязывать каждую арочку до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение 3-го ряда. Мы обвязали наши арочки, как и договорились. Видите, как красиво и нежно получилось. И я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема. Видите? И выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Я могу приступить к выполнению следующего, 4-го ряда. 4-й ряд я буду выполнять, это у меня будет ряд арочек. Но сначала мы должны пройти соединительными до начала ряда. Как мы это делаем? Я ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю соединительную. Вот таким образом. 1, то есть каждую вершинку 2, 3, 4, 5. Выполнили. Видите, да? Далее я под арочку из воздушных ввожу крючок и выполняю
опять же, вот такую петлю соединительную. И далее я могу приступать к выполнению следующего ряда. Я выполняю одну воздушную петлю подъема, и далее я буду вязать арки из 9 воздушных петель. Очень просто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. Ввожу крючок под арочку и выполняю столбик без накида. Все очень просто. Так я буду выполнять до конца ряда. Я выполню еще одну арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И опять же под арку предыдущего ряда. Столбик без накида. Так я выполняю до конца моего ряда. Мы завершаем выполнение нашего 4-го кругового ряда. Очень внимательно я ввожу крючок в воздушную петлю подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению 5-го ряда нашего узора. 1 воздушная петля подъема. Под арочку я провязываю 12 столбиков без накида. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последний 12 столбик под эту же арочку. Напоминаю, под арочку мы провязываем 12 столбиков без накида. Далее в вершинку столбика без накида я провязываю 1 столбик. И под следующую арочку опять же 12 столбиков без накида. То есть я под каждую арочку провязываю 12 столбиков без накида. Плюс 1 столбик у меня идет над столбиком предыдущего ряда. Так я выполняю до конца моего ряда. Я завершаю выполнение 5-го кругового ряда. Смотрите, после того, как я выполнила столбик без накида под арочку, да, вот 12 столбиков я выполнила. И теперь я ввожу крючок в воздушную петлю подъема, которую выполнила в начале ряда, и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Вот такая красота у меня получается. И смотрите, я ниточку здесь прям ввязала, да, в круг. Далее я ее иголочкой протяну вдоль кольца и отрежу. Мы продолжаем, и я начну выполнение 6-го ряда нашего узора. Для этого я выполняю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Далее я выполняю 5 петель арки. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок и буду провязывать 4 столбика с накидом. Смотрите, я отсчитываю 1, 2, 3, 4 вершинка и в 5-ю ввожу крючок и провязываю 1 столбик, далее 2, следующую вершинку, 3 и в следующую 4. Всего я выполнила 4 столбика с 1 накидом в каждую вершинку, да, вот таким образом. Далее обязательно себя проверяйте. У вас должно остаться 1, 2, 3, 4 вершинки. Видите, это от столбиков, которые провязаны под арочку. Мы выполнили все верно. Далее я выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок. И смотрите, ввожу крючок в вершинку столбика, который у меня провязан над столбиком. Вот таким образом. Выполняю столбик с накидом.
Далее я повторяю, то есть опять же арочка из 5 воздушных. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. Отсчитываю. Раз, два, три, четыре. В пятую вершинку ввожу крючок. И столбик с накидом. Раз, два, три и 4. Выполнили. Далее арочка из 5 воздушных. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. Отсчитываю. Раз, два, три, четыре. Все верно. И вот видите, у меня столбик над столбиком. И столбик с накидом провязываю. Так я буду выполнять до конца моего ряда. Я завершаю выполнение моего 6-го ряда кругового. Смотрите, я выполнила арочку из 5 воздушных. И далее я ввожу крючок раз, два, в третью петелечку подъема. И выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Вот такая красота получается, видите, да? И я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд — это у меня 7-й ряд моего узора. Он вяжется очень просто. Что я делаю? Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема. Раз, два, три. Далее я выполняю арку из 3 воздушных. Раз, два, три. И теперь смотрите очень внимательно. Накид на крючок, и я под эту арочку вяжу 3 столбика с накидом. Аккуратненько. Раз, два и 3. Выполнили. Далее я над каждой вершинкой вяжу по одному столбику и считаю. Раз, два, три и 4. Далее под эту арочку 3 столбика, ну то есть чтобы у нас с вами было симметрично. Накид. Раз, два и 3. И далее я выполняю арочку из 3 воздушных и ввожу крючок в вершинку моего столбика. Выполняю столбик с накидом. Вот так. Далее я продолжаю до конца ряда. То есть опять же арочка из 3 воздушных, 3 столбика под арочку и так далее. Так я вяжу до конца моего ряда. Я завершаю выполнение 7-го ряда кругового моего узора. Смотрите, я ввожу крючок раз, два, в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Круговой ряд завершен. И вот такая красота у нас с вами получается. Далее я приступлю к выполнению следующего 8-го ряда. Тоже очень простой ряд. Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема. Далее арочка из 2 воздушных. Раз, два. Накид на крючок. И под арку я провязываю 2 столбика с одним накидом. Раз и два. Далее вершинку каждого столбика я провязываю по одному столбику. Всего у меня должно получиться 10. И я считаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Выполнили все верно. Провязали в каждую вершинку 10 столбиков. И далее под арочку 2 столбика. Все столбики у нас с накидом. Раз и два. Далее у меня арочка из 2 воздушных, накид
и вершинку столбика я провязываю столбик с накидом. Все очень просто. Далее опять арочка из 2 воздушных, под арку 2 столбика. Так я выполняю до конца моего кругового ряда. Я завершаю выполнение 8 ряда моего узора. Ряд у меня круговой, и после арочки из 2 воздушных я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Вот такой красивый мотив у меня получается, видите, да? Уже хорошо прорисовывается наш рисуночек, и я могу приступить к выполнению 9 ряда. Он тоже очень простой. Что мы делаем? Мы выполняем 3 воздушные петелечки подъема и далее выполняем арочку из 1 воздушной петли. Далее под арку я выполняю 1 столбик с накидом. Далее вершинку каждого столбика я провязываю по 1 столбику. У меня должно получиться 14. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Продолжаем. 9, 10, 11, 12, 13 и последний 14. Выполнили все верно. Далее мы подарочку с вами выполняем 1 столбик с накидом, 1 воздушная и столбик с накидом в вершинку столбика предыдущего ряда. Вот такой у нас с вами получается узор. Очень красиво, нежно. И далее мы так продолжаем до конца нашего кругового ряда. То есть 1 воздушная, 1 столбик под арку, 14 столбиков в вершинку и столбик под арку. И так мы вяжем. Все повторяем. Очень-очень просто. Мы с вами завершаем выполнение 9 ряда нашего кругового узора, круглого такого элемента, и можем приступить к выполнению 10 ряда. Вот такая красота у нас с вами получается. И что мы с вами делаем? Мы после того, как выполнили столбик, выполнили 1 воздушную петелечку, далее вводим крючок 1, 2, 3 в 3-ю воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Круговой ряд завершен. И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого я, смотрите, очень внимательно ввожу крючок под воздушную петлю и выполняю соединительную. Вот таким образом. Далее я выполняю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, которые у меня заменяют 1 столбик. Столбик с накидом, соответственно. Далее накид на крючок и ввожу крючок в вершинку столбика. И теперь над каждым столбиком я провязываю столбик с 1 накидом. И считаю. Всего у меня должно здесь получиться 16 столбиков, а именно в этом сегменте должно получиться 18. То есть по 1 столбику под арочки. И считаем. Вершинку провязываем 2 столбик, 3. Все очень просто, то есть здесь даже начинающая рукодельница обязательно справится. 4, 5,
шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и 16 столбик. Это вершинки у нас с вами выполнены столбики, и еще один столбик под воздушную. То есть всего столбиков должно быть 18 с одной и с другой стороны. Далее очень внимательно мы, видите, никаких воздушных ничего не делаем. Вводим крючок под воздушную и опять выполняем столбик с накидом. Вот таким образом. И начинаем провязывать столбики вершинки. Как и ранее, каждую вершинку по одному столбику. То есть их должно быть 16 штучек. Вот таким образом. Так мы с вами выполняем до конца нашего кругового ряда. Вот такая красота у нас с вами получается. И мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. Это у нас с вами 10-й ряд. И мы можем приступить к выполнению следующего 11-го ряда. И мы с вами, смотрите, вводим крючок 1, 2, 3 в третью воздушную петелечку подъема, выполняем соединительную, и наш 10-й круговой ряд завершен. Мы можем приступить к выполнению 11-го ряда. Вяжется он тоже очень просто. Мы выполняем 3 воздушные петли подъема и далее 1 воздушная петля арки. Выполнили. Далее накид на крючок. Пропускаем одну вершинку, в следующую вершинку вводим крючок и выполняем столбик с накидом. Далее воздушная, накид, пропускаем одну вершинку, вводим крючок в следующую вершинку и столбик с накидом. Опять воздушная, накид, пропускаем вершинку, в следующую вершинку, столбик с накидом. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение 11 ряда. Давайте посмотрим, вот такая красота у нас с вами получается. После завершения мы с вами поближе посмотрим. А сейчас, смотрите, я выполнила столбик, воздушную петелечку. И далее ввожу крючок очень внимательно. 1, 2, 3 в третью воздушную петлю подъема. И выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего 12 ряда. Смотрите, что я делаю. Я перехожу к началу выполнения 12 ряда. Я ввожу крючок в вершинку, воздушную, выполняю соединительную. Далее вершинку столбика и соединительная. И далее я под воздушную петлю выполняю вот таким образом соединительную. Не затягивайте, у вас арочки должны остаться такие, как и были. И далее я выполняю 3 воздушные петли подъема. Накид на крючок, и под эту же арочку я выполняю 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Выполнили. Далее у меня арочка из 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. Накид на крючок. И смотрите, я пропускаю 2 арки и в третью ввожу крючок. И под эту же арочку буду выполнять 3 столбика с накидом. Точно так же, как я выполняла здесь, просто у меня первый столбик заменили 3 воздушные петелечки подъема.
И я вяжу. 1, 2 и 3. Выполнили 3 столбика и далее арочка из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. Смотрите, я пропускаю опять 1, 2 и под третью арочку 3 столбика с накидом. То есть все очень просто. Так мы с вами будем выполнять до конца ряда. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Вот такие арочки мы с вами выполняем. Дорогие друзья, наша красота вот такая, видите. Мы с вами сейчас завершим выполнение 12 ряда и приступим к выполнению последнего 13 ряда. Просто хочу показать, что у нас с вами получается. Видите, очень красиво. Я вам покажу изнаночную сторону. Нежнейшее полотно получается. Можно оставить, как я уже ранее говорила, в виде салфетки. Вот такая потрясающая получится салфеточка. Или вы уже будете собирать непосредственно в большое полотно. Это скатерть, покрывало и так далее. Смотрите, я выполнила 3 столбика с накидом и арочку из 9 воздушных петель. И теперь завершаю выполнение нашего кругового ряда. Для этого я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Вот таким образом. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд это будут у меня столбики без накида и арочка из 3 воздушных. Как мы это выполняем с вами? Смотрите, я ввожу крючок в следующую вершинку, видите, вот столбика, и выполняю соединительную, еще одну. Далее я под арку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И так я буду выполнять всего 7 столбиков без накида. Первый у меня готов. Далее я вяжу второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7. Выполнили. Далее будет арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Выполнили. И опять 7 столбиков без накида под эту же арочку. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Столбики равномерно распределяйте. 6. И последний 7 столбик. Поправляете, столбики равномерно распределяете. И вот такая обвязочка у нас с вами получилась. Далее мы вводим крючок и переходим на следующую арочку. Опять 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Арочка из 3 воздушных и 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний 7 столбик. Итак, мы с вами будем обвязывать до конца нашего ряда. Вот такая красивая простая обвязочка у нас с вами должна получиться.
И, дорогие друзья, смотрите, на этом примере я покажу принцип присоединения одного элемента к другому. Опять же, когда вы будете вязать скатерть, у вас будет еще дополнительные элементы. И уже, ну, скажем так, это для более продвинутых рукодельниц. Вы по схеме можете сделать ваше присоединение. Сейчас я показываю принцип присоединения. Мы выполнили с вами 7 столбиков без накида, далее 1 воздушная петля, всего, помним, у нас в арочке 3 петли, и 1 петлю мы будем заменять столбиком без накида. Еще раз повторяюсь, воздушная петля, далее очень внимательно, у меня мотив лежит лицевой стороной, вот смотрите, видите, и я ввожу крючок, видите, вот таким образом загибаю и ввожу крючок с изнаночной стороны и выполняю столбик без накида. Именно этот столбик у меня будет заменять 1 воздушную петлю. Далее воздушная петля, то есть это как бы 3-я петля моей арочки, и я возвращаюсь к моему мотиву, который я вяжу. Далее я продолжаю выполнять и выполняю столбики без накида. Я выполню 2 столбика, и помню, их всего должно быть 7. Я выполняю 2, давайте 3, и вы продолжите выполнять самостоятельно. Я просто покажу, что у нас с вами получилось. Видите, вот такое присоединение у нас с вами получилось, очень простое. На схеме видно моменты, то есть видно именно места присоединения. Уже вы будете работать непосредственно по схемке. Я вам показала принцип. Я завершаю выполнение нашего кругового ряда. Это у нас 13 ряд, и он у нас с вами последний. Смотрите, я ввожу крючок в вершинку первого столбика без накида, который выполнен у нас в начале ряда, и выполняю соединительную. Ниточку можно обрезать, и мой мотив готов. Смотрим, что у нас получилось. Мы с вами рассмотрели уже и соединение мотивов, и сейчас посмотрим, что у нас получилось. И вот такая красота у нас с вами получилась. Я уже говорила и повторюсь, вы можете использовать как самостоятельную салфетку, очень красиво, видите, смотрится. А при соединении таких мотивов у вас получится большая и красивая скатерть. Схемы я даю в уроке. Обращаю ваше внимание, что вот смотрите, я выполнила мотив, да, и я его еще не парила. Если у вас все выполнено верно, красиво и аккуратно, он даже не отпарен, видите, идеально ложится, идеально смотрится. Давайте изнаночку посмотрим. Вот такая красота у нас с вами получилась. Вы уже увидели, да, в уроке и схемки, и фотографии самой скатерти. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Присоединяйтесь, можете связать, как начинающая, вот, допустим, рукодельница, связать просто мотив, а уже более опытная связать большое полотно, скатерть, покрывало, все, что вам будет угодно. И обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. До новых встреч!